Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня будем говорить о коже. Кожа – это зеркало здоровья. В гонке за ее красотой многие тратят огромные деньги на дорогие процедуры, косметические средства по ее уходу. А ведь еще один очень интересный факт, что самый верхний слой кожи защищает нас, и это именно мертвые клетки. И с ними нужно обращаться очень бережно, так как если их сильно скоблить, делать много пилингов, можно свести их защитную функцию просто к нулю. Конечно, здоровье кожи начинается с того, что мы с вами едим. Еда является фундаментом красивой здоровой кожи. Могу это утвердительно говорить как сертифицированный нутрициолог. Сегодня расскажу вам, какие продукты вредят коже, а какие продукты наша кожа просто обожает и любит. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, будет очень интересно и полезно. И, друзья, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И сначала давайте сразу о тех продуктах, которые негативно влияют на состояние нашей кожи. Ведь важно разобраться, какая еда способствует ее старению, воспалению и тому же увяданию. И на первом месте, как ни странно, молоко и все молочные продукты. А вы знаете, что именно молоко может быть причиной акне? Дело в том, что сывороточный протеин, который содержится в молоке, попадая в наш организм, способствует выделению инсулина. И очень часто у людей с акне инсулин повышен. Инсулин контролирует выработку кожного сала, а сбой в работе сальных желез и приводит к нарушению терморегуляции кожи и, как следствие, развитию акне. Идем дальше. Когда на коже очень много стойких участков, таких покраснения, всякие бугорки, воспаления, причиной может являться сахар. Сахар и быстрые углеводы. Они очень сильно способствуют воспалениям, в том числе такого неприятного, как розацея. Если мы с вами едим сахар и белок, сахар и жир, эти продукты соединяются и образуют так называемый процесс гликирования. То есть молекула белка и молекула жира находятся в сахаре. И это одна из главных причин увядания и старения нашей кожи. Самое плохое, если эти молекулы формируются, они уже не восстанавливаются обратно. Они начинают накапливаться и, например, препятствуют выработке того же коллагена. Эти молекулы в коже могут прицепиться к любой молекуле, например, к липиду, к эластану, к коллагену. Поэтому сахар и все быстрые углеводы очень опасны для нашей кожи. Еще одно вещество, которое является врагом нашей кожи, это, конечно, глютен. Иными словами, это клейковина, которая содержится в многих зерновых, в пшенице, а еще и в таких культурах, как рожь, ячмень. С точки зрения воздействия на кожу, любая непереносимость к глютену проявляется в виде дерматита, экземы, розацеи. И еще жирные кислоты омега-3, 6, 9. Они на самом деле очень необходимы и нужны для здоровья нашего организма. Но они полезны, когда находятся в балансе. А в большинстве в рационе у нас в разы больше таких кислот, как омега-6 и омега-9, чем самых необходимых омега-3. И из-за этого у нас неправильное соотношение этих кислот, то есть повышается риск воспаления. Поэтому сбалансированное питание и наличие жирной рыбы в рационе очень важно. Также омегу-3 можно пополнять с помощью пищевых добавок. Но как выбрать именно качественную омегу-3, у меня на канале есть отдельное видео, обязательно его посмотрите. Давайте теперь перейдем к продуктам, благодаря которым вы будете выглядеть моложе и ваша кожа будет на 100% тому подтверждение. Первая – это группа овощей, тех, которые имеют зеленый или оранжевый цвет, такие как перец, авокадо, морковь, сельдерей и многие другие содержат бета-каротин, который участвует в клеточном обновлении. Также важен в рационе витамин А. Для того, чтобы он синтезировался, усвоился, с ним нужно потреблять некоторое количество жиров, небольшое. Это, например, разные растительные масла, орехи или семечки. Если коже не хватает бета-каротина и витамина А, со временем она станет сухой, тусклой, истонченной, и на ней будут появляться трещинки. Кожа очень любит орехи, потому что в них много витамина Е. Этот витамин еще называют витамином молодости. Благодаря антиоксидантным свойствам он препятствует старению кожи и защищает нашу кожу еще и от ультрафиолетовых лучей. Очень много витамина Е в лесном орехе, в фундуке, и в грецком орехе много омеги-3. Идем дальше. Рыба и морепродукты. В приоритете, конечно, морская жирная рыба. В ней содержится омега-3, цинк, йод. Цинк и омега способствуют восстановлению коллагеновых волокон и регенерации наших кожных покровов. Еще цинк снимает воспаление кожи и снижает активность сальных желез.
Из-за них и появляется угревая сыпь, прыщи, комедоны. И часто эту проблему мы пытаемся устранить просто с помощью крема или лосьона. Конечно, за кожей нужен и грамотный уход снаружи, и правильные косметические средства, они будут точно в помощь. Но то, что мы видим снаружи, это только вершина айсберга. Если вы хотите долгосрочный результат, важен системный и комплексный подход. В каком состоянии находятся ваши среды внутри организма, играет решающую роль в здоровье кожи. И следующий кладезь для здоровья – это, конечно же, вода. Можно сказать, что это важнейший пункт для нашей кожи и в целом для нашего тела, для нашего здоровья. Именно увлажненная кожа выглядит здоровой, красивой, а сухая, конечно, выдает проблематику. Именно увлажнение дает ей эластичность. И есть такая суточная норма воды, это 30-40 мл на 1 кг веса. Учеными Японии замечено, что именно с 500 мл утренней порции воды запускаются все процессы в организме. Причем это не сок, не чай, а именно чистая, структурированная вода. Кстати, на сегодняшний день не так много людей задумываются о качестве воды. Больше, наверное, уделяют внимание той воде, где купаются, но в грязной воде, конечно, неприятно плавать. А качество питьевой воды определяется нами так, прозрачное, без стороннего запаха какого-то, или по вкусу еще вкусное, значит точно качественное. Но на самом деле это далеко не так. У воды есть 265 качественных характеристик. И у той воды, которую пили наши далекие предки, осталось всего несколько источников в мире, которые можно, конечно, пересчитать на пальцах. Как можно в наши дни пить качественную воду, такую воду, как в лучших источниках мира, и какую роль играет вода в организме человека, посмотрите отдельное видео, сейчас на экране появится ссылочка. Двигаемся дальше. Кожа обожает продукты, богатые витамином С. Этот витамин необходим для нашего иммунитета, для защиты кожи. В частности, его много в мандаринах, в лимонах, в апельсинах, много его и в киви, в авокадо, в смородине, облепихе. Если говорить об овощах, это еще и болгарский перец, квашеная капуста, кайенский перец и многие другие. Витамин С – это водорастворимый витамин, поэтому передозировать его сложно. 100 мг – это абсолютно приемлемая дозировка витамина в день. Для тех, кто употребляет витамин С как добавку, могу порекомендовать посмотреть на моем канале видео о витамине С в липосомальной форме. Это новые технологии, когда натуральный витамин попадает в клетку с потерями всего 10-15%. И при этом не повреждает слизистую желудка. Очень рекомендую особенно принимать его и деткам, и всем, у кого есть какие-то проблемы с ЖКТ, гастриты, язвы. Ссылочка сейчас будет здесь где-то сверху. Да, чуть не забыла, в цитрусовых содержится не только витамин С, но и вещества, которые ускоряют выработку коллагена. А вот авокадо, кроме полезного для кожи витамина С, содержит в себе полезные жиры, калий и антиоксиданты, плюс в нем много фолиевой кислоты, что поддерживает процесс регенерации нашей кожи. Еще для кожи очень важен витамин К, он участвует в обменах веществ соединительных тканей. Его много в разной капусте, в цветной, в брокколи, белокочанной, кальраби. Друзья, независимо от того, какие у вас цели по здоровью, старайтесь включать в свой рацион больше полезных продуктов и сокращайте или вообще исключайте вредные. Питание должно быть правильное, сбалансированное и разнообразное. Тогда и кожа будет здоровой, и проблемы с весом можно быстро решить, и вопросы с пищеварением уходят. Еда, конечно, сильно влияет на наше здоровье, вообще здоровье в целом. Если у кого-то остались вопросы, пишите в комментариях, а если это индивидуально, в описании к этому видео или в комментариях под видео есть всегда ссылочка, где можно записаться ко мне на бесплатную онлайн-консультацию. Буду рада всегда вам помочь. На этом у меня все. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи в следующих видео.